Всем привет! Я Марина и с вами Школа Сакрамел. Форма ногтей подчеркивает красоту рук. Но как быть, если натуральные ногти растут криво и закручиваются? Такие ногти также называют вертолетами из-за их перекрученной поперечной арки. В видео покажу способ реставрации и как визуально сделать такие ногти ровными. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать другие полезные видео, как это. Не будем затягивать, давайте приступать. Посмотрите на руки моей модели. Очень красивые пальчики, длинные ногти, но они имеют определенные особенности. Средние ногти очень сильно растут в сторону. Мы с вами знаем, что при отрастании ногти имеют свойство скручиваться. Здесь как раз такой случай. Указательные сильно растут вниз, и этим обусловлена сильная трещина на указательном пальце. А большие и вовсе имеют сильно перекрученную поперечную арку. Все это необходимо сегодня исправить. Будет интересно, смотрите ролик до конца. Приступаю к снятию гель-лака твердосплавной насадкой. На указательном при снятии вижу, что очень большие трещины. Нет смысла чинить этот ноготь. Проще его полностью срезать и нарастить заново, ведь растет он сильно вниз. При помощи книпсера срезаю ноготь справа и слева. Не используйте для этих целей ножницы, так как клиенту будет неприятно. Убираю оставшуюся базу. Вижу, что ноготочки здесь как древо. Здесь предыдущая молочная база, и синий цвет, и пастельный оттенок. В этом месте не убираю сильно оставшуюся базу, это ни к чему, ведь я сделаю ремонт и все выпилю изнутри. Не будем тратить на это время. Будьте внимательны, когда снимаете гель-лак. Полностью удаляйте старое покрытие, не оставляйте его частичек. Ведь если вы в дальнейшем будете делать какой-то прозрачный материал, камуфляжный, этот цвет будет видно. При снятии внутри ногтя вижу побелевший участок, возможно, это отслойка. Сейчас снимаю и понимаю, что это предыдущая молочная база. Удаляю и ее. На большом вижу трещину, ее нужно будет отремонтировать. Так ногти выглядят после снятия материала. Выполню аппаратный маникюр при помощи насадки пламя и большой шар. На большом ногте алмазной насадкой в положении форвард выпиливаю трещину для того, чтобы сделать качественно ремонт и трещина не расходилась. Перед срезом большим шаром бафлю поверхность ногтей. На указательном очень аккуратно подпиливаю, чтобы не повредить гипонихий, кожицу, которая находится под ногтевой пластиной. Приступаю к срезу кутикулы шаром с красным абразивом, диаметр 0,31. Для того, чтобы исправить скручивание ногтей, трещины, до придания формы свободному краю исправлю скрученные ногти и трещины при помощи геля-желе. Он очень густой и никуда не утекает. Большую каплю выкладываю на правую часть среднего ногтя, распределяю границу материала и отправляем на просушку. Ставлю каплю на левую часть ногтя. Его достраиваю в точке вроста, вытягиваю нижнюю параллель. Это мне необходимо для того, чтобы ноготь визуально развернулся. Выпиленную трещину закладываю материал и границу растушевываю на натуральный ноготь. Просушиваю в лампе.
Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться к обучению и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов для начинающих и опытных мастеров по цене одного с получением сертификата. Теперь они доступны по всему миру. Для подробной информации переходите по ссылке в описании. Указательный у нас короче по длине и сильно клюет. Накладываю большую каплю на свободный край. Изнутри натуральный ноготь мы будем выпиливать, чтобы поднять клюнувший носик. И немного вытягиваю длину. При виде сбоку не хватает нижней параллели, докладываю материалом. Все эти же манипуляции вы можете выполнять при помощи акригеля. Я взяла гель-желе, так как просто быстрее все выполню и мне подходит данный цвет камуфляжа. И наш интересный случай с большим, с отсутствующей параллелью. С одной стороны я опускаю спиленную параллель, быстро отправляю на просушку в лампу, для того чтобы гель не собрался. А с правой стороны на поверхность выкладываю материал для того, чтобы убрать скручивание. Этими манипуляциями я выстраиваю правильную архитектуру. Не накладывайте толстый слой для того, чтобы материал просыхал. Указательный ноготь донарастим. Подготавливаю шаблон, вырезаю окошко для того, чтобы форма вставала вплотную к ногтю, а не под гипонихией. Обезжириваю ногтевую пластину, наношу праймер и базу. Устанавливаю форму. Выкладываю подложку гелем-желе по форме миндаль. Сравниваю длину. Если вижу лишнее, убираю кистью. Вот так, очень быстро, просто мы достроили архитектуру ногтей, убрали трещины и приступаем к важному моменту – правильный опил формы миндаль. Из 6 ногтей нахожу самый короткий ноготь от кутикулы до свободного края и начинаю опил с него. Находим центральную ось, проходящую через центр кутикулы. Вижу, где должен быть кончик моей миндалевидной формы. С правой стороны спиливаю больше, для того, чтобы ноготь не уходил в сторону. Длинные покачивающиеся движения. И с другой стороны то же самое. Не прижимайте пилку к натуральной ногтевой пластине, для того, чтобы избежать ступенек в точках вроста. Убираю боковой валик, пилочку завожу под ноготь, опиливаю прямую из точки вроста. Под передней частью ногтя, на другой бок, пилку под ноготь. Обычно мы ориентируемся по центральной оси, которая проходит через 3 фаланги пальца. На среднем последняя фаланга очень сильно уходит в сторону. Будет неправильным оставить его таким, какой он сейчас есть. Нужно нам его немного развернуть в противоположную сторону. Насколько сильно разворачивать? Если искривление очень сильное, ориентируйтесь по второй фаланге. Для наглядности я нарисую ручкой линию, центральную ось, на заднем валике и кончике ногтя. Вы можете пользоваться таким лайфхаком, чтобы увидеть симметрию. Отворачиваю руку и в таком положении доравниваю форму. И убираю образовавшуюся толщину пилкой к центру. Указательный подпиливаем аналогично по форме, сравниваем длину с остальными ногтями. Для того, чтобы проверить симметричность, отворачиваю руку клиента от себя. На большом ставлю пилку под ноготь, поднимаю опустившуюся правую параллель, придаю форму миндаль. Поднимаю нижние параллели. Смотрю, чтобы они были на одном уровне. Сглаживаю поверхность. Проверьте себя в торец, чтобы нижние стенки были на одном уровне.
Так ноготь выглядит с внутренней стороны. Вот наш результат после ремонта, до наращивания, исправления скрученных арок. И теперь наши ногти как холст. Осталось выполнить выравнивание при помощи твердого геля. Так как длина ногтей моей модели большая, гель-лак вряд ли здесь выдержит. Мы видели, что образуются постоянные трещины в точках роста, поэтому сейчас укреплять ногти будем твердым гелем. Под гель наношу праймер и тонкий слой базы. Укрепляю натуральные ногти твердым гелем по принципу, как и базой. Наношу тонкий слой в 3 движения. Посередине, справа, слева. Набираю большую моделирующую каплю. Ставлю на наивысшую точку, на стрессовую зону. Аккуратно распределяю кистью около кутикулы. Помогаю материалу распределиться в боковых стенках. Переворачиваю ноготь для того, чтобы материал самостоятельно распределился. И оцениваю блик. Если он ровный, говорит о том, что поверхность ногтей также ровная. Если клиент испытывает жжение во время полимеризации, обязательно информируйте его о том, чтобы он доставал руку. Можно было бы перевести лампу в более слабый режим мощности, но тогда выросла бы вероятность того, что материал, недозаполимеризовавшись в лампе, растекается и на боках ногтя образуются плюшки, наплывы. Поэтому мы сейчас работаем на высокой мощности, несколько секунд сушим, до того момента, как почувствуем жжение, достаем руку и обратно отправляем в лампу после того, как жжение прекратилось. Выстроили архитектуру гелем. В принципе, можно оставить так или покрыть гель-лаком по вашему желанию, а мы нарисуем френч. Сейчас я предварительно забафлю поверхность и нарисую его при помощи гель-лака. На остальных ногтях мы выполним дизайн мрамор. Для этого я наношу тонким слоем камуфлирующую базу, чтобы по ней лучше растекался гель-лак. Прозрачную базу смешиваю с белой гель-краской и полупрозрачный оттенок наношу, создавая узоры. Главное, чтобы линии были не прямые, а как будто дрожащей рукой. Таким образом, фактура мрамора будет более натуральной. После просушки добавляем просто белый гель-лак тонкими-тонкими прожилочками в некоторых местах. В качестве декора добавим мелкие кусочки серебряной эпатали. И теперь перекрываем топом без липкого слоя. В завершение мы не можем просто так оставить наши ногти, обязательно необходимо с внутренней стороны выпилить оставшийся материал и натуральный ноготь. Аппарат у меня в положении forward на максимальных оборотах. Наш итог. Исправили направление роста, выровняли форму. Конечно, в натуральных ногтях на 100% исправить это невозможно, например, как в моделировании. Но я считаю, нам все удалось. Если да, поставьте пальчик вверх. Пишите в комментариях, что об этом думаете вы. Стоит ли так исправлять ногти? И, конечно, желаю всем успеха в работе. Пока-пока!